А здесь, короче, одно время дед жил. Он типа как старожила. И, ну и еще примечили, когда говорят, он приходил, ну, в магазин здесь старился, к нам в поселок. В последнее время он перестал приходить. Как бы мы там его сейчас не увидели. Технику посмотрим. Здесь, значит, старый поселок геологов. Отсюда разработка геологическая всего месторождения начиналась. То есть здесь жили в палатках, потом деревянные щитовые домики построили. Нормальные бараки уже стоят. Бараки построили, и вот отсюда начинали все исследования. О, УАЗик, ёпта. УАЗик подорвался. Ну вот мы добрались до заброшенного поселка геологов. Здесь уже никто не живет. Лет 10 назад закончили. Лет 10 назад закончили здесь работы и поселок бросили. Поскольку ничего нельзя вывести, да и собственно некуда. То есть ни сборщиков металлолома здесь нет. Никого вообще, людей даже нет. Поэтому вся техника осталась в таком первозданном состоянии, как ее оставили люди. Медведи, приходите к нам! Вот брошенная техника. Все, что осталось от геологоразведки, сломалось и брошено в тайге. Место командира, командирское место. Вот здесь такое. Вот такая вот техника. Приборчик. Это что у нас? Обороты в минуту с радиоактивной краской. Заряжаемся целебной радиацией. Гусеничный кран. Когда-то его сюда пригнали своим ходом, и он встал на вечную стоянку. Кран. Еще весь в масле, вся лебедка. Ключи гаечные. Вот. Такая брошенная техника. Ничего не спилено, на металл не вывезено. Даже цветмет лежит. Почему? А потому что вывозить Себе дороже. да, некуда. На те очки. Смотри, какие классные эти очки нашел. Топлива нет. Вон монеты, кстати, рубли. Вон смотри, сколько мелочи. ЗИЛ, да, под состоянии почти новый. Можно завести. Знак качества еще у него. СССР. Осиных гнезд главное, чтобы не было. Модель на 0131 НА. Сделана в СССР. Схемы, медь, алюминий, все в наличии. Собирай металлолом не хочу, но некому. Нива разобранная, еще один филочек. И в дом зайти. Сейчас зайдем. Номер автомобиля снят с регистрации. Принудительно. Да. Ну это понятно. 16-й калибр, кстати. Редкий. Какой? 16-й. Вот домик. Частный дом. Стиралочка, кстати говоря. Настил деревянный, поросший травой. Здесь, пожалуйста, белишко можно стирать. Все нормально у нас тут оборудовано. Медведь окно выбил. Вряд ли это человек. Буреточки.
Газ, баллоны. Все пустые. Печка с кирпичами, все по уму, умывальничек с водоотведением. Красота. Жить можно. Нары. Раз, два, три, четыре, пять. Пятером вообще смело размещаться можно. Ну, понятно, это дом не деревенский, это именно такой домик геологов вахтовый. Причем зимой можно жить. Соль есть. И даже матрасики. Умывальник очень. Всего по минимуму, но жить можно. Дом утеплен, кстати, двойные стены. Электричество было проведено, то есть сюда здесь вряд ли, ну, или от генератора, наверное, работали. От генератора. То есть свет здесь был, тепло было, вода была. Все. Живи не хочу, собирай минералы или уголь там. Развлекались по полной. Ну а как без этого? Хозяин воткнул колун, так он здесь и стоит. А хозяин давно уехал на большую землю. Вот еще один домик, тоже явно жили лет 10 назад. Все, что осталось. Кстати, баня, это не домик, это баня. Тут вполне можно вот прямо сейчас затопить, она уже готова к тому, чтобы развести огонь, только спичку кинуть. Будет горячая вода, будет тепло. Вот банная печь тоже готова, дрова заготовлены. Мочалочка лежит. Окна заклеены, зеркало там даже есть, вот. Прикольное зеркало. То есть все готово для помыться, для того, чтобы помыться. Работает. Муравейник. У вас буханка взорванный. Тут и пивишники тоже летают, у нас, оказывается. Согласись. Постоянно надо. Он же не сам по себе взорвался. Еще один УАЗ, погибший в тайге. Прямо на работе. Здесь щитовые домики были, даже с отоплением, водяным, печным отоплением. Все, что от них осталось. Остальное сожгли на дрова. Сортир, зимний вариант. И вот два домика. Возможно, это баня справа, а вот там приличный домик. Жилой дом. Дальше непонятно. Василий. Василь. Ленко. Беседка, кстати говоря, где можно посидеть, попить чаю и печку потопить. Черепушечка. Ну да. Вот, заходим. Здравствуйте. Патроны, ружье у него было, водилось. Ну тут, конечно же, никого нет, но жильем пахнет. То есть вот прямо чувствуется, что жили относительно недавно, может быть год назад. Просто запах жилой. Что подарили, то и читаем, потому что книжка-то есть, но она какая-то не особо читанная. Но свежая. Беседка, кухонка. Здесь еду готовить можно летом. Здесь уж мясо жарить. Красота. Кстати, несмотря на то, что мы прямо сейчас в тайге находимся, с горами, ну, то есть такая дикие очень места, мошки почти нет, она не ест тебя, не мешает. Ни комаров, ни мошки. Может сезон такой, ну может просто место такое. Все заросло травой. То есть явно тут года два никого не было. Будка от собаки, собака значит жила. А здесь коптильня, наверное, или что это у него? Мне кажется, это парник. Да не, коптильня, вон дыра. Коптильня. Ты рыбу коптил или там мясо, не знаю. Вот видишь сетка, чтоб мухи не летели. Вялил. Вялил или коптил, ну в общем и то, наверное. Смрадный запах. Он ацетон, не ацетон, как его. Такой
Книжки вот какие-то у нас тут. Вполне современная. Вполне. Ну, то есть он недавно жил, но 2-3 года назад. Работы и поселок бросили. Поскольку ничего нельзя вывести, да и собственно некуда. То есть ни сборщиков металлолома здесь нет. Никого вообще, людей даже нет. Поэтому вся техника осталась в таком первозданном состоянии, как ее оставили люди. Все, что сломалось, то здесь и стоит. Все, что могло уехать, куда-то уехало дальше работать. То есть вот на бескрайней тайге сломанные и уже сгнившие вездеходы, кран, Нива, прицепы, брошенные дома и уже разрушенные. Все здесь осталось как памятник первым геологоразведчикам здешних мест. Вот щитовой дом. Я в таком жил в одной экспедиции в подобном. То есть он быстро возводимый, в принципе теплый, если стекловатый утеплить, и нормально в нем обитать можно. А если есть генератор и свет, вообще огонь. Вот по лесной тропе идешь среди тайги и раз ангар с техникой, с отопителями, калориферы стоят для большой техники, типа вездеходов обслуживать зимой, хранить ее здесь. А вот это даже, наверное, дизель-генератор или что это стоит такое. Я вот не знаю, что это. Печи какие-то. Нет, это какая-то, не знаю, что это. Не открывается. Нет, ну понятно, что это двигатель. Дизель-генератор, наверное, это. Да, это ангар стоял с дизелем большим. И он давал тепло по трубам. Мы видели в части бараков. Там стояло водяное отопление. Вот отсюда бралось водяное отопление от генератора и электричество. То есть вот центр энергетически всего поселка. Вот что от него сейчас осталось. А вот здесь огромный бак. Вон, заправить и на там хотя бы на несколько месяцев, а лучше на всю зиму было достаточно топлива. И не замерзли, чтобы люди не замерзли. Даже вон 2 бака. Просто, конечно, опасно ходить. Это все не упало. Вот, ДГА 315. Освещение, щитовая. 2 генератора. Тут не просто один, не один стоял. Тут же отказоустойчивость. 2 генератора. Второй стоит рядом с первым. То есть вот один дизель-генератор, второй дизель-генератор. Конечно, ходить опасно. Все может упасть. Ну, надеюсь, что они на нас. И гвозди могут быть. Осторожно. Гвоздь такой. Встать можно и пропороть себе ботинок. Опа. Ну, в общем, цивилизация была. Не просто так. Представляете, сколько трудов стоило завести сюда дизель-генераторы, топливо, трубы проложить. Это еще сварку надо, сварные работы, щитовые все эти дома, они разборные, тоже привозили. Кирпичи. Да, уголь, ладно, здесь на месте добыли, когда отопление, какой-то склад угля какой-то есть для печек. Технику. И все, что завозили, дороги не было. Сначала надо дорогу построить, чтобы это завести. Потом зимой завести, все построить, людей завести. И кормить еще надо эту ораву всю из 200 геологов. В общем, такая серьезная задача. На край света, можно сказать. То есть от железной дороги по прямой здесь 200 с лишним километров. А по дороге, наверное, все 500 будет. Вот по такой вот дороге через горы, через леса. По прямой 300 километров до Охотского моря. Ну да, мы не с Охотского моря, они Ну, все равно с этой, говорю, да, они с железки же вели, с БАМа. От БАМа отсюда, то есть по прямой 200, там 20-240. Вот такая вот история
освоения тайги человеком. Нет, бам, по-моему, даже больше. Ты говоришь, Есть. Все, болото. А вот раз так в сторону заглянешь, тут еще один вездеход, который сломался, умер на работе. Вот такая вот здесь была интересная история. Там засидка, кстати, на всяких, наверное, охотничья, на лосей и на лобах стоит. Геологи суровые парни. Понятно, что они браконьерили, браконьерят и будут браконьерить. А что еще делать? Мясо-то как-то надо где-то добывать. Вести его далеко и тяжело. А тут свежачок. Вышел лось. Ну, не судьба, значит. Ему, а судьба товарищам геологам его сожрать. Ну вот, это лобав. Естественно, осмотр отличный с него. Можно сидеть, ждать. Кто-нибудь придет пастись на травку и на ягоды. Ну и, в общем-то, вот. Мясо будет. Вот такой кустарник здесь, чепрыжник. Он проходимый, это еще не страшный, даже не колючий. В принципе, можно идти как лось. Ну, все, нас зовут. Вот такая вот здесь природа интересная. И следы пропавшей, заброшенной цивилизации геологов. Ну, они просто пошли на другое место. Где-то еще копать, смотреть, искать камни, собирать грибы.